Приветствую вас! Сегодня мы подготовили для вас видео, собрали все кусочки, которые я старался записывать по ходу регистрации компании на Тайване. Мы постарались собрать всю информацию, которую мы имели о всех тонкостях и подробностях вот этого процесса и в чем его отличие от той информации, которую вы видите изначально. Ну, то есть это реальный наш практический опыт. Это не значит, что он абсолютно однозначен и что все, что мы рассказывали, абсолютно точно. Это то, как мы видели этот процесс. И я надеюсь, этот рассказ будет для всех, кто собирается переезжать из России, открывать бизнес где-то за границей, может быть на Тайване, может быть даже нет. Я думаю, этот опыт пригодится всем. Мы начинаем процесс регистрации компании. Сегодня 8 января 2020 года. Еду сегодня в Тайбэй для того, чтобы начать процесс регистрации. Зачем он нам нужен? Мы сюда приехали, получили трехмесячную визу, и теперь, чтобы нам остаться и получить разрешение остаться на год с возможностью продления, мы должны зарегистрировать компанию, внести уставный капитал. У нас это порядка 100 тысяч тайваньских долларов. На сегодняшний день это около 200 тысяч рублей. Минимального требования к этому капиталу, я насколько понял, из документов нет, но этих денег должно достаточно быть для стартовых вложений в компанию, первоначальных вложений. Далее, когда мы зарегистрируем компанию, на основании регистрации и перевода 500 тысяч тайваньских долларов на счет, как иностранные инвестиции из-за границы, это важно, получаем право вызвать одного иностранца работать в качестве топ-менеджера или там управляющего персонала. И это буду я. Семья пойдет вместе со мной, получает право въехать и оставаться на Тайване. Соответственно, мы нашли предварительно компании, которые занимаются регистрацией и особенно специализируются на регистрации иностранцев, потому что это несколько другой процесс. Для местных зарегистрировать компанию это, насколько я понимаю, 5 дней занимает. Нам придется пройти процедуру проверки Министерства экономики Тайваня и получить разрешение на регистрацию. Стоимость регистрации варьируется. Вот мы нашли вроде как самую низкую цену, сумма около этого. Она может немножко отличаться в зависимости от состава семьи, сколько нужно получить видов на жительство и так далее. Вот. В нашем случае это я и моя семья с 2 детьми. Вот. Поэтому мы сегодня едем, стартуем этот процесс. Как мы выбирали компанию, которая будет регистрировать нас в тайваньском правительстве? Не очень просто найти компанию, которая будет коммуникабельна, так скажем. То есть они очень трудно понимают, что именно интересует иностранца. То есть как бы это любому человеку очень сложно понять, чего не понимает человек из другой страны. Поэтому отвечают в основном односложно. И было очень непросто найти ту компанию, с которой будет именно легко и комфортно работать, которые понятно, просто объясняют и раскладывают все по пунктам. Есть крупные компании регистрационные такие, которые занимаются регистрациями крупных корпораций, иностранных инвесторов, больших. С ними работать не очень комфортно, потому что поначалу ты переписываешься с одним менеджером, он тебя переключает на другого, который занимается там, кто-то занимается RC, кто-то занимается регистрацией компаний. В результате общение не складывается, потому что кто-то кому-то что-то не передал, кто-то забыл ответить и так далее. Мы отсекли крупные компании, те компании, которые отвечают долго, которые не отвечают подробно, либо там как-то есть кто не понимает английского языка, ну то есть плохо, да, знает, соответственно, с ними работать просто, я думаю, не получится, если, как и я, не знать хорошо китайский язык.
Что необходимо для регистрации компании? Помимо денег, естественно, то есть нужен уставной капитал, нужны инвестиции, те самые 500 тысяч тайваньских долларов первоначального взноса. Уставной капитал вносится в момент регистрации, стартовый вот этот вот инвестиционный 500 тысяч тайваньских долларов, минимальная цифра, и она может быть и больше, он вносится, делается предварительная регистрация компании, открывается счет, потом нужно на этот счет перевести деньги из-за границы. После того, как вы это сделали, Министерство экономики получает подтверждение, что вы сделали этот перевод, и после этого завершается процесс регистрации. И дальше получение IRC и разрешение на работу. Вот. Помимо этого, нам как бы вскользь изначально сказали, что нужно будет адрес регистрации компании. Но это естественно, это также и в России, это, я думаю, во всех странах. Но находясь здесь, мы столкнулись с некоторой сложностью в этом вопросе. То есть, как бы, некоторые нам говорили, ну в чем проблема? Вы пойдете, зарегистрируете в коворкинге несколько квадратных метров, столик возьмете в аренду, да, в бизнес-центре. У вас будет адрес, и вы пойдете получать. Но на практике получается, что далеко не все коворкинги соглашаются на такие условия, узнавая, что вы иностранец. Особенно из России, я думаю, это тоже имеет значение. И эти коворкинги просто отказывают. Я понимаю почему. Потому что, я насколько понимаю, компании такие, как вот мелкий бизнес с минимальным взносом, их наверняка проверяют на то, что они действительно существуют, на то, что они действительно легальные, зарегистрированы правильно и ведут свою деятельность. Соответственно, туда будут приходить по этому адресу. А все эти коворкинги, это как в России есть такая же тоже практика, просто место регистрации, не более того. Естественно, вы там не находитесь, вас будут искать, вас будут проверять. И эта суета, как бы, я так понимаю, не очень нужна бизнес-центрам. Поэтому они, те, в которых мы обращались, они отказывают. Ну и стоимость получается такая примерно. То есть за 2000 рублей по нынешнему курсу, 1000 тайваньских долларов, вы можете просто снять место в коворкинге. Если вам нужно какое-то помещение от 6 до 15 метров квадратных, будет стоить примерно 5-9 тысяч тайваньских долларов. Существенная сумма, особенно если учитывать, что вы в этом офисе работать явно не сможете. По крайней мере, те, которые я видел, они были очень не приспособлены для этого. Это тоже были просто адреса регистрации, не более. Вот. Мы решили вариант рассмотреть такой. То есть до этого мы рассматривали вариант аренды жилья отдельно квартиры и аренды вот этого офиса. Но сопоставив цифры, получается, что отдельно квартира для большой семьи это 2 минимум комнатная, а лучше 3, приличного качества, с мебелью, потому что вы только приехали, у вас еще ничего нет. Соответственно, это будет стоить, ну вот на мой взгляд, то, что я видел, это в диапазон 20-28 тысяч тайваньских долларов только за квартиру. Плюс к этому 5-9 тысяч за офис. И если вы будете что-то делать, вам нужен склад. Ну, то есть какой-то бизнес, да, который связан с торговлей, там, с товаром. Соответственно, это еще, ну, может быть, минимум 10 тысяч тайваньских долларов. Итого получается цифры, ну, такие существенные. Вот. А мы попробовали найти другой альтернативный вариант. Так мы делали в России. У нас был дом, и в этом доме была регистрация компании. Но выяснилось по ходу дела, что на Тайване какое-то время назад правительство запретило регистрировать дома, ну, дома, имею в виду отдельно стоящие здания, да, как универсального назначения помещения, и разбили на 2 четкие категории: жилое здание и здание коммерческого назначения. У коммерческих зданий больше налоги, соответственно, то, что построено свежие дома, они не подходят под регистрацию. Квартиры отпадают под регистрацию практически все сразу, потому что если вы ищете хорошую квартиру, качественную, то это будет какой-то жилой комплекс, и он будет весь жилого назначения. Мы нашли хороший большой дом, в котором оказалось 2 гаража. Один из них можно использовать под склад, второй под машину.
Потому что с паркингами здесь тоже большая проблема. Особенно в городе. Здесь нет места парковочного бесплатного вообще. Либо вы покупаете парковочное место, а это еще $1002. Соответственно, 2 гаража у нас в доме. В нижнем этаже большое помещение, квадратов около 100. Но мы будем его использовать под офис и, возможно, частично под склад. И большой дом в 3 этажа над этим всем. Может показаться, что это избыточно, но цена в 28 тысяч тайваньских долларов аренды за такой дом, она оправдывает все. То есть 1,5, наверное, 2 раза дешевле, чем снимать, арендовать это все по раздельности. Купить здесь помещение коммерческого назначения, но, может быть, у кого-то и хватит денег, да, но для нас это прям неподъемная цифра. Особенно на момент начала, когда вы еще не знаете, останетесь ли вы вообще. Может же выйти так, что Министерство экономики не разрешит открывать компанию, что человек не пройдет проверку, что бизнес не пойдет, еще что-то может случиться, пойти не так, как запланировано, и покупать недвижимость вот так сходу, не зная ни районов, ни какая рядом школа, где какие магазины, удобно, неудобно транспорт. Первое время с этим очень сложно сориентироваться. Я думаю, что если об этом задумываться, то намного позже, чем там, в первую неделю. Доехали до Тайбэя. Сейчас пойдем в агентство заключать договор, выписывать доверенность. Вот тут остановились какие-то. На улице едешь, не видно вот этого всего, а под улицей, я так понимаю, ну это, наверное, это квартал целый, по-моему. Причем это не один этаж, это, когда мы заезжали, там был спуск еще ниже, тут может 2 или 3 этажа парковок. Если я правильно понял, на входе ценник там $60 тайваньских долларов в час парковка стоит. Вышли из офиса консалтинговой компании, нам все объяснили, выбрали тип компании. Сейчас идем подписывать генеральную доверенность на оформление всех документов. Ну, можно считать, процесс запущен. Пришло письмо от нашего юриста о том, что согласовали китайское название компании. Это вот та самая стартап-терраса, созданная правительством Тайваня для запусков новых проектов. Выходим, а тут похолодание. Я не знаю, видно ли нет на камере. Прям туман или, не знаю, облака. Ну, это, видимо, холодный воздух опускается. Ну, прям заметно похолодало, да. Вот Линкоу, кстати, хорошее место. Здесь действительно прикольно. Как парковая зона, свободные улицы. Нет особой суеты. Ну, там большой парк. Мы имели возможность здесь поселиться, когда выбирали место, где обосноваться на Тайване. Это выглядит как дым, но это реально просто похолодание так приходит, резкое. Сегодня мы идем забирать печать, которую сделали для того, чтобы начать работать, так скажем, над созданием фирмы. Что нужно для создания фирмы? Первая предварительная регистрация. Регистрируется название компании на китайском языке и предварительное на английском. На Тайване существует система проверки уникальности названия.
Мы, значит, выбрали такое имя не с первой попытки, но у нас получилось. Дальше нужно получить разрешение предварительное Министерства финансов. Да? Они выдают документ, это документ, так, бумажка скорее, о том, что фактически разрешили создать с таким названием компанию, и что мы теперь можем открыть расчетный счет в банке, что Министерство экономики не против, так скажем. Вот. И для открытия расчетного счета нужно получить вот это вот разрешение, получить номер типа ИНН, если я правильно понимаю. У нас он был, мы его заранее уже получали. Вот, и этот номер прописывается в разрешении на открытие счета, ну, на разрешение от Министерства экономики. Ну, то есть фактически 2 документа плюс паспорт. И для подписания документов здесь недостаточно подписи. Это такая местная традиция, я понимаю, что-то пришедшее к нам из глубины веков здесь работает. Они используют вместо подписи красные штампы. Сейчас мы пойдем заберем, я потом покажу. Если у вас нет штампа, то вы подписываетесь реально отпечатком пальцев. То есть как бы ставится подпись и заверяется отпечатком пальцев. Но так как это неудобно красным ставить, там специальный тампон с красным цветом, весь палец потом красный, долго не отмывается, поэтому нужно делать печать. Печать простая, там просто должно изображено быть имя. Ну, то есть имя, фамилия. В китайском варианте обычно это 2-3 иероглифа, поэтому они небольшие, влазят неплохо. Ну вот я не знаю, как он сейчас уместит мою фамилию в этот штамп, стоимость. Предварительное согласие можно, наверное, делать самим, но мы обратились в юридическую компанию и сделать печать. Получается 3 печати нужно как минимум, то есть печать компании, моя печать личная как учредителя и еще одна другого формата обязательно, если я правильно понял, нужна для открытия моего личного счета, либо подписи каких-либо личных документов. Ну, того 3 печати, $680. Сейчас увидим, как они будут выглядеть. Изготовление печати, ну, мы, по крайней мере, нашли в конторках, типа, вот как изготовление ключей, фотографирование, там, распечатка фотографий на паспорта. Это не бухгалтерские фирмы, это не специальные фирмы по изготовлению печатей. Люди совмещают такую мелочевку, ну, такие услуги, как вот, изготовление ключей, вот вывеска, и у него же здесь делаются печати. Мне нужно поменять ИНН, номер ИНН, потому что у меня сменился паспорт. И вот на входе охранник замеряет всем температуру. Здесь волонтеры, которые помогают разобраться, кому что нужно. Раздают бланки, потом выдают вот такой номерочек электронной очереди. И стоишь вон там на экране, ждешь свой номер. Потом подходишь к одному из вот этих вот агентов, миграционных агентов, которые решают твой вопрос. Присваивается временный ID, это типа номера идентификационного. Он привязывается к паспорту к заграну. И, соответственно,
выдается под какое-то конкретное назначение. Там указываешь, вот я указал сегодня открытие расчетного счета, ну, в банке. Вчера мы потратили день на то, чтобы открыть расчетный счет компании. Вам нужен IRC. Если его нет, по идее делается так. Они открывают расчетный счет, и когда на основании перевода вы зарегистрируете компанию, вы получаете IRC. И приносите, делаете, грубо говоря, апдейт своей регистрационной карточки просто в банке. Вы, если имеете паспорт Российской Федерации, это дополнительная сложность. Не потому, что есть какая-то дискриминация, а потому что тайваньские банки боятся, и они это открыто говорят, они боятся того, что они не могут вас проверить и доверять качеству ваших денег, так скажем. То есть проблема вот в чем. Не в самих тайваньцах, не в тайваньских банках или каких-либо правилах. Проблема в том, что тайваньский банк, как любой бизнес на Тайване, хочет быть чистым. Я их прекрасно понимаю, и это нормально, и это так и должно быть. Если они хотят быть чистым, они хотят, чтобы работать только с теми людьми, в которых уверены, что они чистые. Как можно быть уверенным в чистоте моих, например, инвестиций, если любой запрос в органы власти Российской Федерации, так скажем, не вызывает доверия. Ну, точнее, ответ от властей Российской Федерации не вызывает доверия в силу репутационных потерь, понесенных самой страной. То есть, да, страна испортила себе репутацию, в результате страна и правительство имеют плохую репутацию, и эта репутация влияет на то, что вы не можете открыть счет. На самом деле, если кто-то думает об открытии компании, об миграции на Тайвань через инвестиционный способ, нужно завестись таким человеком, который здесь, на Тайване, сможет вам обеспечить репутацию, потому что она у вас условно нулевая. В нескольких местах я уже сталкивался с тем, что всех удивляет выбранный мною способ приехать сюда. То есть никто не выбирает способ вот этот инвестиционный. Ну, потому что он действительно, как бы он документально, юридически он выглядит чисто и здорово. Ну, то есть простой, понятный способ, без всяких вариативностей. Вы просто делаете шаг за шагом ту инструкцию, которая есть вот на сайте, по-моему, миграционного агентства. Но на практике это, получается, выглядит как путь джедая, да, то есть нужно преодолять, нужно заранее планировать, искать людей, собирать вот эти вот все вещи, чтобы было кому звонить, было у кого спрашивать. Я теперь понимаю, что изначальный план сделать бизнес самому, без участия какого-то местного партнера, я думаю, мы бы споткнулись вот на этих моментах, и в момент истечения нашей 3-месячной визы мы бы так и не завершили процесс регистрации компании. Да, у нас сейчас есть еще шанс. Если вот сейчас долго продлится проверка банка, если потом еще задержится где-то на моменте получения, например, IRC или разрешения на работу, то мы прям имеем шанс. А теперь еще возникает дополнительная проблема, что если сейчас же карантин по коронавирусу, и я не знаю, как мы эту проблему будем решать, если она вдруг возникнет. Поэтому без вариантов мы будем стараться делать все за положенный срок окончания визы 3-месячной. Но если не получится, будем что-то придумывать. В понедельник в 10 утра закончилась наша эпопея с открытием расчетного счета для компании. И вот пришло письмо.
Его отправили еще в пятницу с принятым решением. Здесь, если я правильно понимаю, либо договор на обслуживание должен быть, либо, что скорее всего, карточка. Сейчас посмотрим. Бонусом открыли заодно личный счет и в двух вариантах еще, как мы сейчас разобрались. Это в тайваньских долларах и в американских долларах. Я так понимаю, для расчетов за границей. Значит, мы получили письмо. Вот такие книжки присылают. Похоже на Сберкнижку или на список платежек. Пока сейчас здесь стоит, что на расчетном счету 0. Вот. И, соответственно, начальная дата. Мы, значит, получили вот эти бумаги. Банк одобрил, в понедельник банк одобрил открытие счета в пятницу. Заявку мы оставляли, это был четверг после обеда. Значит, чтобы получить счет в банке, нас попросили предоставить источник происхождения денег. Да? Мы предоставили договор купли-продажи дома. Вроде как все просто, да, предоставил все. Но он же на русском языке. И, в общем-то, можно сделать перевод. Хотя вот именно в том банке, где мы делали, они сказали, нам не особо нужен перевод, мы сами можем воспользоваться Google Translate. Второе, что с нас запросили, я не знаю, чем это объясняется и зачем они это требуют, это либо счета об оплате налогов, либо коммунальные платежи, в общем. Поэтому мы распечатали чеки, и там начинаются дополнительные сложности. Естественно, чеки на русском языке, но это не основная проблема. В чеке не оказалось адреса, в чеке не оказалось фамилии. Там есть только номер регистрации в личном кабинете на сайте энергосбытовой компании. Пришлось заходить на сайт энергосбытовой компании и распечатывать, это биллинг, наверное, называется, листинг за год всех счетов и расчетов, в котором есть каждая отдельная наша платежка и есть номер, тот самый привязки к аккаунту, и, соответственно, указана фамилия владельца и адрес. И хорошо, что все эти вещи совпадают, не менялись за год и все остальное. То есть ты в этом счете указываешь, подчеркиваешь, вот он номер, этот же номер на этих счетах. То есть эти счета привязаны к этому номеру, этот номер привязан к этому адресу, этот адрес привязан к твоему дому, которого ты предоставил договор. Ну, то есть достаточно сложно. И этот банк должен очень хотеть проверять это все, чтобы это прокатило, так скажем. То есть вот нужно, если идти в банк, нужно не просто подготовить, да, договор, а подумать, как это вот реализовать каким-то образом проще, потому что если не будет знакомых, они ковыряться в этом просто не станут. И вот настал момент перевода. Понедельник, значит, неделю назад. Мы составляем платежное поручение. В назначении платежа указано английским текстом перевод, взнос в уставной капитал компании. Из чего, на мой взгляд, абсолютно очевидно назначение платежа. Прикладываем к этому платежному поручению два документа. Один о регистрации имени компании, второй о временной регистрации для целей инвестирования компании на территории Тайваня. И там указано мое имя, указаны разрешения деятельности и так далее. То есть, в принципе, других документов здесь быть не может. Первый отказ мы получили во вторник вечером, ровно во время закрытия банка, о том, что банк нам отказывает. Валютный отдел этого банка требовал с нас предоставления документов, точнее договора купли-продажи, решив, что раз это китайский язык, мы смотреть в назначение платежа не будем, что это платеж за покупку какого-то товара. Пришлось
попытаться позвонить в банк, написать во все чаты, онлайны, в службу поддержки. Естественно, все эти коммуникации не работают, потому что там, во-первых, дозвониться очень сложно, особенно учитывая, что вы находитесь на Тайване, звонки приходится делать через Skype. Постоянно то не слышно, то еще что-то, то ожидание 15 минут, каждая минута, естественно, оплачивается. В итоге мы тратили прям целые дни на то, чтобы просто дозвониться до кого-то. Когда какой-то из человек поднимал трубку и начинался разговор, оказывалось, что этот человек в колл-центре некомпетентен абсолютно в этих вопросах. То есть вы слышите такой ответ: я не знаю, чем вам тут помочь. Я говорю: хорошо, соедините меня с кем-то, кто может это знать. Юридический отдел, отдел валютного контроля, финмониторинг, ну, какой-то из них. И в колл-центрах просто отвечают, что мы не имеем права вас соединять с этими отделами, вы в них позвонить не можете, у них нет телефонов, они сами вам не перезванивают. А я вам ответить на этот вопрос не могу. И фактически вы упираетесь в стену. Для осуществления этого перевода мы открывали 2 счета в 2 банках. Один мы выбрали крупный банк, входящий в топ-10 банков. При этом возникла достаточно большая сложность, потому что из 10 банков в топ-10 российских банков 9 находятся в черном списке, потому что они под санкциями. Один из них, который не находится под санкциями, мы, грубо говоря, и выбрали. То есть это крупный один банк, которому можно доверять и который не имеет рисков отзыва лицензии в тот момент, когда там находятся наши деньги. Значит, второй банк, мелкий банк, входящий, насколько я помню, в 100 банков, который, естественно, тоже не под санкциями, но он, так скажем, расторопный, маленький банк, с которым мы работали, который, ну, нас устраивал с точки зрения коммуникации, скорости коммуникации и быстроты принятия решений. Вот. И, значит, и в том, и в другом банке предварительно мы выясняли, как мы будем делать нужные нам платежи, объясняли людям, что мы не будем в состоянии здесь коммуницировать долго, продолжительно, прийти, написать заявление, там еще что-то мы не сможем. Поэтому задавали конкретный вопрос, конкретно будет перевод на Тайвань, будет перевод на регистрацию компании и так далее. Нас заверили, что все это элементарно и просто, все это делается, прикладываете документы и все в порядке. Сегодня среда, утро, прекрасное утро. Мы смогли осуществить таки перевод, и теперь я могу рассказать, как сделать так, чтобы перевод ушел намного быстрее и проще. Первое, что стоит сделать сразу, имея документы о предварительной регистрации, в любом случае перевести сразу профессионально документы. Это может быть даже, наверное, без нотариального заверения вот этого перевода, но это должен быть профессиональный перевод, полный всего документа, чтобы сотрудник мог ознакомиться с ним. Вчера вышло так, что с нас попросили сначала источник происхождения денег. Мы вносили деньги несколькими траншами, за каждый транш пришлось написать объяснение и прикладывать договора купли-продажи. Дальше с нас попросили, с меня точнее, попросили доказательства уплаты всех налогов за последние 3 года и справку о доходах, ИНН, и пришлось мне еще отсканировать трудовую книжку. Когда мы отослали все вот эти документы, банк запросил еще и справку о постановке на кадастровый учет проданной нами недвижимости. Это вообще уже не наш документ. Он у нас был совершенно случайно, нам его при продаже, по-моему, наверное, агентство риэлторское дало, просто как вот, ну пусть будет у вас на всякий случай. В результате мы решили, что будет намного проще и правильнее,
И уже точно гарантированно, если мы обратимся в посольство, в Московско-Тайбэйскую комиссию по экономическому и культурному сотрудничеству, ну, фактически посольство Тайваня в Москве, за помощью, чтобы они написали письмо в банк о том, что предоставленные мною документы являются не Филькиной грамотой, да, не какими-то подделками, а что это официальный документ правительства Тайваня, что только такой документ может быть выдан в нашей ситуации, и что регистрация компании проходит именно по такому принципу, как это письмо за подписью представителя по экономическому сотрудничеству возымело эффект. То есть мы сделали в итоге это письмо на 8-й день противостояния, и вот мы вчера в итоге через 2 часа отдел валютного контроля и финмониторинг банка приняли решение, что да, можно теперь доверять, у вас действительно все бумаги чисты. То есть для того, чтобы осуществить вот это маленькое простое условие о переводе инвестиционной суммы, вам придется доказывать идеальную, стерильную чистоту всех денег, которые есть на счету. При планировании инвестиционной деятельности за границей придется с собой вести, у нас где-то вот такая пачка документов, все, свидетельства о браке, свидетельства о рождении, трудовые книжки СНИЛС и НЭНы, все свидетельства о собственности, договор о купле-продаже любого имущества за последние лет 5. И, наверное, еще кучу документов, которые я просто даже не могу вспомнить, потому что у меня супруга занимается этими вопросами больше. И, документов очень много. И они все нужны, нельзя ничего забыть, ничего оставить, типа там, я еду через полпланеты, там все это не нужно. Оно вам понадобится. Теперь следующий шаг у нас приход денег на Тайвань. Сегодня мне предстоит снова поход в банк за очередной бумажкой. И пока я иду, я расскажу одну тонкость, с которой мы столкнулись, о которой, как бы по умолчанию никто не говорит, как ее решить. И возникает некоторая заминка при заполнении документов. Как я рассказывал ранее, для того, чтобы открыть компанию, зарегистрировать на Тайване по инвестиционному варианту, нужно перевести деньги в стартовый капитал компании. Так вот, сумма эта, она прописана в тайваньских долларах. И переводить нужно в долларах американских. На момент перевода курс может меняться, естественно, и вы не можете угадать, какую цифру в американских долларах вы должны перевести. Здесь получается так: конвертация, перевод, будет, естественно, платеж за перевод. Соответственно, вам нужно переводить несколько больше. Нам необходимо было перевести 750 тысяч тайваньских долларов. Мы перевели, с запасом на 5% плюс, так скажем, в американских долларах. В платежках указывали, что все платежи за трансфер мы будем оплачивать сами. И в итоге платеж нам обошелся в 250 американских долларов. Деньги поступают достаточно быстро, деньги перевелись. Проблемы были только с самим переводом из России. Деньги дошли, вечером ушли из России. Утром они были в банке Тайваня. Что они делают? Деньги поступают в долларах на счет самого банка-получателя. Дальше они должны сконвертироваться в национальную валюту. За это банк взял с нас 300 тайваньских долларов, что-то около 600 рублей. Он может взять их из суммы, можно заплатить наличкой там на месте. А вот избыток средств банк получателя отправляет обратно.
и зачисляет на счет ровно ту цифру, которая написана в документах на регистрацию. Обратный перевод стоил $20. Я не знаю, как теперь сейчас наш банк в России воспримет возврат этих средств, но я думаю, там проблем не должно быть. Ну а теперь я иду в банк для того, чтобы получить подтверждение платежа. То есть мне банк на моих разрешительных документах из правительства Тайваня поставил отметку о том, что он принял сумму в долларах и необходимую сумму в тайваньских долларах. Теперь, значит, мой юрист сказал, что нам нужно еще заказ на конвертацию валюты, на покупку национальной валюты приложить, оригинал причем, и платежное поручение о поступлении. А сейчас я иду проставить печать в банковской книжке. Это что-то типа похоже на сберкнижку. Выдается, это единственный документ, который у меня есть сейчас на расчетный счет компании. Там проставляется приход. Ну, буквально как вот в сберкнижке. Там тоже пропечатываются суммы, которые пришли, которые ушли. Ну, в общем, я должен буду сделать фотографии этой книжки и отправить юристу. 4, получается, документа подтверждения того, что деньги прибыли. Сегодня мы должны отправить из Тайчжуна в Тайбэй. Завтра, я думаю, он получит, потому что это будет курьерская доставка. И, видимо, завтра подаст документы на завершение регистрации компании. Вот какая-то такая процедура. Ну, а раз уж я оказался сегодня в даунтауне, сейчас я немножко пройду и покажу, как выглядит администрация города Тайчжуна. Вот это вот основное здание, оно такое стеклянное, причем сверху, с Google карт видно, что вся крыша этого здания сделана солнечными панелями. Ну, то есть оно и сверху выглядит примерно так же, черное, стеклянное. Со стороны выглядит очень массивно. Да, собственно, и когда здесь находишься, тоже вот этот вот проем. Кто-то умудряется рядом с администрацией гимнастикой заниматься. Такие вещи иногда на Тайване видишь, которые удивляют, потому что, ну, я не знаю, где еще можно увидеть человека, занимающегося утренней гимнастикой рядом с администрацией, с правительством. Если я правильно понял, это подземная парковка. Вот это вот входы. Потому что здесь вокруг вообще никаких парковок нигде нету. У нас получилась следующая незадача. Все юристы, с которыми мы встречались, или которым писали по e-mail предварительные запросы на Тайвань, либо в тайваньском посольстве в Москве, на вопрос о том, сколько нужно времени на регистрацию компании, на полную регистрацию компании до получения IRC, нам отвечали, что вполне достаточно 45 дней. Неделю назад мы получили вот такой документ. Это график того, что нам предстоит по регистрации компании, и из которого следовало, что на завершение регистрационных действий после того, как вы перевели инвестиционные деньги на счет компании, это занимает 2-3 недели, что нужно еще зарегистрировать компанию потом в Тайчжуне. Мне казалось, что достаточно одной регистрации, но окей, ладно. После этого нужно получить разрешение на работу. Это 12 рабочих дней, то есть это больше 2 недель. Итого весь процесс, то есть как, это не весь процесс, это весь процесс с текущего нашего положения, когда мы уже потратили почти 3 месяца на то, чтобы начать процесс и перевести инвестиционный капитал в компанию.
процесс регистрации растянется на примерно 4-5 месяцев. До получения ARC, естественно. И, значит, получив вот в пятницу на прошлой неделе вот этот документ, мы поняли, что нашей 90-дневной визы явно недостаточно. У нас оставалось там порядка 20 дней до ее завершения, и, соответственно, нам нужно ее продлить. Ну, казалось бы, в чем проблема, да? Идешь в миграционное агентство, все так нам и говорили. Ну, пойдешь в миграционку, подашь заявление, тебе ее продлят. В миграционке мне сказали, что у меня виза no extension. И это был первый раз, когда я узнал о существовании такого понятия непродляемая виза. Мне никто про это не сказал. Про это не очень подробно написано на сайте Министерства иностранных дел Тайваня. Если в визе оказалась пометка no extension, это означает, что я не могу, как оказалось, продлить никаким образом ее, находясь на Тайване. И мне нужно выехать с острова через 20 дней. Сегодня 9 апреля, и мы получили письмо. Письмо из тайчжунского City Government. Если я правильно понимаю, это документы на регистрацию компании. Ну, сейчас откроем и посмотрим. Интересно, что они хотели адрес вписан тот, который указываешь в России как свой основной адрес регистрации. И хорошо, что это письмо не ушло туда. Переправлен адрес на местный, и, соответственно, пришли документы сюда на адрес нашего арендованного дома. Так, как выглядят китайские документы? Чтобы не пугаться, да, и по первости кажется, что это за бумажка. Выглядит это вот так. Это просто бумажка с напечатанным китайским текстом, какие-то редкие вот печати, да, здесь никаких ни подписей, ни тебе там вензельков, ни водяных знаков защиты, ничего. Поэтому кажется, что вроде какой-то просто набор текста прислали. И вот это и есть подпись или печать. Вот синий, да, большими крупными буквами. Ну, тут надо переводить. Я пока ничего не понимаю, что это такое. Катался вечером по округе, и когда ехал, подумал про одну вещь. Вчера днем, я ездил в Тайбэй на переговоры с компанией, компания, которая занимается разработкой проектов от апробирования концепций, идей до реализации в массовых продуктах. Компания такая с мировым именем, с международными контактами. Они выполняли работы для технологических институтов США и прочее. Ну, не буду называть названия, их тут много, и это не первая компания, но я надеюсь, что мы с этой сработаемся. Вот. И мысль такая, что когда-то, ну, может быть, лет даже 10 еще назад, когда представлял себе сам вот этот процесс, да, когда ты едешь в столицу азиатского тигра, я имею в виду Тайваня, да, одного из азиатских тигров, где крутятся миллиарды долларов, где высокие технологии, где все вот это вот, в компанию, которая занимается какими-то инновационными продуктами. У тебя возникает мысль, что это какой-то недостижимый уровень, совершенно иной. Ты находишься в этот момент где-нибудь в пригороде Новосибирск или в Челябинске, я не знаю, ну просто где-то в России, да, в каком-то кажется, что забытом Богом месте. И вот тебе не одолеть никогда вот этот уровень, что это какие-то специальные люди, что они там как-то специально готовятся, что-то для этого делают, а потом в один прекрасный момент ты живешь на другом конце планеты, ты едешь... Подожди, я договорю. Ты едешь в столицу этого государства, ты в самом центре, в бизнес-центре, 20, по-моему, первый этаж это был.
с видом на город, да, вот переговорная комната, ты сидишь, разговариваешь, обсуждаешь какой-то проект, объясняешь, отвечаешь на вопросы. Ну, в общем, такая классическая презентация, как вот это вот, я не знаю, в американских фильмах, да, показывают. И потом возвращаешься домой, а ощущение такое, что ты зашел просто к соседу поболтать о чем-то, обсудить там какую-то новую идею там, или какой-то там бизнес-план. Ощущения совершенно нет. Вот достигнутого уровня, и потом ты думаешь, нифига себе, это что, я сделал, что ли? Но это можно осознать только вспоминая, как ты об этом думал вот какое-то время назад. И если кажется, что ты типа вот поставишь себе такую цель и к ней идешь, и ты такой идешь, напрягаешься, тебе тяжело, и в конце ты добиваешься, да, вот какого-то такого результата, и типа и ты должен, по идее, чувствовать в этом процессе определенные ощущения. Нет, это работает все не так. Ты просто делаешь какие-то совершенно повседневные вещи, делаешь то, что считаешь нужным и правильным, и в конечном итоге просто оборачиваешься, а я дошел. И не понимаешь этого в этот момент. Если ты к этому относишься легко, это легко получается. Если ты относишься к этому как типа, там надо пиджак одеть, там носки погладить перед этим, приготовиться, ты такой весь напряженный, собранный, такой весь вроде как крутой, но у тебя ощущения будут совсем не те. Мы ездили, я одел, да, там рубашку, которую купил для встреч, но на самом деле можно было ехать просто, вот как сейчас, да, в шортах, майке, потому что чуваки были напротив, реально одеты так же. И если я правильно уловил, я уже тут много раз на встречу ездил, и мне все рассказывают, что тайваньцы ведут бизнес именно так, одевают потертые голубые джинсы, одевают в лучшем случае там какую-то полосатую или в клеточку рубашку, и типа это нормально, не надо вот эти костюмы, там галстуки, пиджаки, чтобы поехать в центр Тайбэя, вести переговоры, там решить какой-то важный вопрос. Это такое интересное ощущение. Все, тормози. Сына, ну ты бузатер, дал озвучку нам. Итак, сегодня мы закончили, можно сказать, регистрацию. Мы получили документы, присваивается идентификационный номер, и как бы на этом все. Что еще предстоит? Наш, значит, бухгалтер, который в Тайбэе, который для нас делал регистрацию, у него осталось невыполненных, так скажем, две задачи. Это получение working permit для меня и получение резидентской визы и IRC. В нашем случае получилась весьма интересная штука, что сдвижка планов совпала с процессом изучения того, как работать правильно здесь. То есть вот подбор вот методики ведения дел, он потребовал около 3 месяцев. И после этого, значит, переговоры пошли легче. И я понял, как выбирать, подбирать партнеров, как подбирать, где искать поставщиков. Я понимаю, что если бы мы компанию реально зарегистрировали через 45 дней, мы бы примерно в этот же момент, вот в это же время я бы сидел и сейчас записывал видео, что мы наконец-то поняли, как тут работать. Но к этому моменту, скорее всего, мы бы потратили, время потратили, было бы жалко, казалось бы, что это я виноват, было бы чувство неудовлетворенности от этого процесса. Я бы рассказывал совсем другие вещи, что вот, там они все плохие и так далее. Но здесь все совпало здорово. Я на самом деле даже рад, потому что прошел адаптационный период, привычка появилась, как-то подрасслабились находиться здесь. Вот, реально, вот все, я здесь себя чувствую абсолютно комфортно. Это вот ощущение, я не знаю, ощущение дома, оно появилось. Увидимся в следующих видео. Будем рассказывать, стараться обо всех тонкостях и подробностях. Всем пока!